Всем привет! Я знаю, что я очень долго ничего не записывал, но я записываю видео только по интересу, и когда мне хочется, я не стремлюсь стать каким-то знаменитым блогером, я просто это делаю ради прикола, и все. Вот, сегодня я хотел рассказать об актуальной теме. Давайте начнем. Вы, возможно, слышали о новости об абортах в США. Недавно Верховный суд США изменил решение, которое действовало за последние 50 лет. В согласии с предыдущим решением, в Федеральной американской конституции есть косвенное право конфиденциальности, по которой есть право делать аборт в любом случае до рождения. Верховный суд несколько дней назад решил, что невозможно интерпретировать Конституцию, чтобы в ней было такое право. В Федеральной американской Конституции написано, что все, чего нет в этом документе, находится вне власти федерального правительства, то есть под властью государств штатов. Около половины штатов уже издали законы, которые запрещают почти все аборты, кроме таких случаев, в которых мать может умереть. Это не точно, конечно, ведь каждый штат издает свои законы. По-моему, Америка является более настоящей федерацией, чем большинство стран под этим названием. Я хотел рассказать в этом видео об абортах именно в российском контексте, потому что, честно говоря, я был в шоке, когда я узнал в первый раз о том, насколько абортов россияне делают в каждый год. В согласии с некоторыми источниками, Россия лидер всего мира в плане абортов. У каждой тысячи женщин есть с 20 до 40 абортов. Лишь 15 лет назад количество них было ближе к 55, то есть было больше абортов, чем рождений в России. В Советском Союзе количества были более экстремальными. В некоторые времена было 7 раз больше абортов, чем сегодня. Вы, возможно, уже знаете, что Советский Союз был первой страной, которая узаконила аборты. С тех пор, как он был разрешен при Ленине, было больше 200 миллионов абортов в России. По сравнению с США, с тех пор, как аборты были разрешены, было больше 60 миллионов абортов. Это все, однако, проблема только если ты считаешь, что в аборте что-то плохое. Я в курсе, что прежде всего в России многие считают, что аборт необходим по каким-то причинам. Я не могу сказать, что я с этим согласен. Наоборот, я сильно против этого. Мне кажется, что у тех, которые за разрешение абортов, есть понятие нравственности, которое зависит от последствий. Те, которые занимаются философией, называют таких консеквенциалистами. Если такое, ты осуждаешь поступок лишь по своим последствиям, а не поступок сам по себе. Например, можно красть? Консеквенциалист ответит, говоря, что можно красть, если будет в результате больше удовольствия или счастья в целом мире. Он бы сказал, что тот, кто голодает, может красть, чтобы выжить, потому что жизнь, как последствие, оправдывает кражу. В принципе, консеквенциалист может оправдать даже убийство, если оно сделает того, что консеквенциалист посчитает лучшим. Когда те, которые за разрешение абортов, не отрицают, что то, что в матке человек, оказывают другие причины, которые предположительно оправдывают аборт, они показывают себя консеквенциалистами. Консеквенциализм вообще без разумного основания, его можно победить, задавая лишь один вопросик. Откуда знать, хорошо ли последствия? Консеквенциалист должен ответить, говоря, оно хорошо из-за другого последствия. А потом можно просто повторить вопрос. Консеквенциалист
застрял в бесконечной цепи оправданий, которые в конце концов ничего не может оправдать. Почему и так далее. Такая идея пустая. Но давайте посмотрим на несколько аргументов тех, кто за разрешение абортов. Аргумент первый. Запрет абортов не остановит аборты. Люди все-таки будут их делать, но они будут их делать против закона, опасный для матери и дороже. Ответ. Мы не запрещаем обычное убийство, думая, что никогда не будет больше убийств. Несмотря на это, мы убеждены, что убить человека это является таким злым поступком, который правительство должно установить. Какой разумный человек думает, что лучше разрешить преступление из-за того, что нет эффективного способа совершенно остановить это преступление? Типа, мы не можем остановить всех мошенников, давайте узаконим мошенничество. Это полная ерунда. Аргумент второй. Без абортов больше детей родятся в бедствии. Ответ. Нельзя убивать людей из-за того, что ты думаешь, что они страдают. Качество жизни не определяет, заслуживает ли кто-то жизнь. Если думаешь, что лучше умереть, даже убивать, чтобы избегать бедства, то ты должен быть согласен с тем, что можно убить 30% населения мира, ведь треть людей живут в бедствии. Абсолютно оправданно бомбить целые районы бедных людей, потому что ты считаешь, что смерть будет лучше для них. Аргумент третий. Зародыш не считается человеком, он лишь куча клеток. Ответ. Все организмы состоят из клеток. Мы не думаем, что низкие или маленькие люди имеют меньше человеческое достоинство. Зародыш состоит из клеток, у которых есть вообще другой геном, чем тот, который есть у матери. Это не часть организма матери, это абсолютно другой организм. Аргумент четвертый. Зародыш не имеет все физические способности, которые у обычного человека, поэтому можно его убить. Ответ. Мы не определяем человеческое достоинство по способности. Это было бы Евгеника. Мы не убиваем людей, которые спят, у которых нет какого-то органа, которые умственно отсталые и так далее. Аргумент пятый. В России нет предмета в школе, в котором школьники узнают именно о сексе. Поэтому некоторые не знают, что если они займутся сексом, это сможет привести к ребенку. Ответ. Человек не должен быть наказан за тупость другого. И причем такой аргумент вообще не реалистически описывает тех, которые возраста занимаются сексом. Все подростки знают возможный результат секса. В моем случае я вырос в очень консервативной семье, и даже я узнал, что такое секс, когда мне было 7 лет. Аргумент шестой. Мать должна иметь право делать аборт, если ее изнасиловали. Ответ. Мы не наказываем людей за чужое преступление. В этом случае третий человек не виноват в том, что случилось. Возможная антипатия матери не отрицает право ребенка иметь жизнь. Аргумент седьмой. Мать может умереть из-за беременности в некоторых случаях. Поэтому она должна иметь право делать аборт. Ответ. Даже если этот аргумент правильный, он не оправдает большинство абортов в других случаях. Кроме этого, мы обычно отличаем случай, в котором ты убил кого-то, кто на тебя напал, от случая, в котором ты напал на кого-то. В первом случае мы считаем, что это оправданное убийство. Во втором случае это неоправданное убийство. К сожалению, в русском языке нет разных слов, которые четко отличают одно от другого, как во многих других языках. Соответствующим образом, главная цель аборта – это убить организм в матке, так же как в его аналоге нападения. Главная цель – убить того, на кого ты нападаешь. Но если защищаешь себя, главная цель – остановить ситуацию,
который угрожает твою жизнь. Возможная смерть того, кто на тебя напал, это побочный результат. Ты, возможно, вообще не в курсе, почему он на тебя напал. Может быть, он в состоянии наркотического опьяния и не знает, что он делает. Несмотря на эту неизвестность, ты имеешь право защищать себя до конца, даже если это приведет к смерти того, кто на тебя напал. Я бы сказал, что убить ребенка в матке, если эта беременность угрожает жизни матери, это не считается абортом, так же как убить того, кто на тебя напал, не считается неоправданным убийством. Есть больше аргументов, конечно, но мне кажется, что пока достаточно доказать, что относительно неразумная позиция думать, что аборт оправдан или должен быть разрешен. Мы обычно стараемся во всех других случаях избегать возможного убийства. Например, если едешь ночью на машине, и тебе кажется, что перед тобой кто-то стоит, но ты не уверен. Возможно, там кто-то стоит, может быть, нет. Но, конечно, ты постараешься объехать его, а не сбить его. Даже если вероятность того, что это действительно человек, очень низкая. Но в случае аборта вероятность, что это действительно человек, гораздо выше, чем очень низкая. Я понимаю, что из-за истории вашей культуры аборт считается принятым. В некоторых местах в США он тоже как бы принят. Несмотря на это, я настоятельно советую вам осуждать не по своей культуре, а по разуму и по тому, что кажется более по-человечески. Спасибо за внимание. Увидимся в следующий раз. Пока.